В этом видео вы узнаете о том, что категорически нельзя делать на первом свидании. На первом свидании категорически нельзя высмеивать. Что такое высмеивание? Чем высмеивание отличается от просто юмора? Высмеивание – это юмор с агрессией. Высмеивание – это смех над недостатками человека. Если мы говорим в рамках первого свидания, то высмеиванием также можно посчитать смех над тем, что у человека что-то не получилось, где-то он оступился и выглядел как-то нелепо. Например, вы сидите за столиком в ресторане, он отошел в туалет, возвращается, спотыкается и как-то неуклюже падает. Можно улыбнуться в ответ на то, что он будет улыбаться и смеяться. Но если вы видите, что он с трудом справляется со своими чувствами и ему не хочется реагировать на это смехом, то смех от вас, даже если эта ситуация действительно выглядела со стороны смешно, будет неуместным. Категорически нельзя этого делать. Если бы вы были в кругу давних знакомых или с давним другом, и произошло бы то же самое, то смех был бы уместен, потому что вы уже близкие люди, и вы можете где-то и троллить друг друга. Это может быть нормально в рамках вашего общения. Но с новым человеком вы еще люди не сблизившиеся, и какой-то юмор с нотками агрессии, сарказма или юмор на той ситуации, где человеку было сложно, будет восприниматься остро. Не все люди, в принципе, склонны высмеивать, и, соответственно, не все девушки станут так вести себя на первом свидании. Поэтому просто задайте сейчас себе вопрос: а в своей жизни я высмеиваю людей? Я смеюсь над недостатками людей? Если, в принципе, это бывает с вами, пусть и в компаниях, где вы уже своя, или с какими-то очень близкими для вас людьми, то есть вероятность того, что это привычное для вас поведение случится как-то неосознанно на первом свидании. Почему категорически нельзя делать этого на первом свидании? Потому что если человека высмеивают на первом свидании, хотя бы даже один раз чуть-чуть, и после этого он пойдет на второе свидание, такое может быть только в одном случае: если человек склонен проигрывать роль жертвы, тогда он это съест и будет согласен. Он это как бы не заметит, не акцентирует на это внимание, либо найдет этому оправдание. Любой психологически плюс-минус здоровый человек, не склонный впадать в жертву, возможно, имеющий какие-то психологические трудности, но другие, не пойдет никогда на второе свидание с человеком, который на первом свидании занимался высмеиванием, пусть даже неосознанно, пусть даже какие-то там секундочки, чуть-чуть, действительно ситуации, которая прям напрашивалась на это. Будьте аккуратны. Если вы не склонны высмеивать никого в жизни обычно, то это не ваш ролик, не ваша тема, переходите к следующему. Если вы за собой замечаете, что такая вот особенность у вас есть, просто будьте аккуратны. На первом свидании не делайте этого. Наблюдайте прям за тем, чтобы вы не реагировали высмеиванием. Потому что люди часто выдают бессознательно, не замечая за собой этого, выдают какие-то реакции, которые они в жизни часто применяют. Поэтому, если у вас есть такая особенность, рекомендация: будьте аккуратны и постарайтесь не проявлять себя таким образом на первом свидании, потому что тогда оно точно окажется последним. Либо, если оно будет иметь продолжение, то, наверное, это будет человек со склонностью к роли жертвы. С таким человеком здоровых отношений не будет. Они могут быть очень романтичными, красивыми первые годы, но потом это будет какая-то болезненная созависимость, и тогда уже вам нужен будет курс не про первое свидание, а про созависимость. Это уже другая история, нехорошая, лучше в нее не попадать.